Всем привет! В сегодняшнем ролике, как вы уже узнали из названия, я покажу, как я склеиваю щиты без специальных струбцин. Поводом для создания ролика послужило, не упреки, наверное, а пожелания подписчиков следующего плана. У тебя много инструмента, так каждый дурак может, а попробуй это делать простым ручным электроинструментом. Дрель, рубанок, что мне еще, и циркулярная пила. Что касается дрели и циркулярной пилы, то у меня она есть. Рубанка у меня нету электрического. Но, тем не менее, я попробую показать, как я работал раньше. Потому что все это появилось у меня не в один момент. Но сегодня речь пойдет о склейке щитов. Я начинаю для себя очередной такой мини-проект. Мне надо склеить, вернее, мне надо сделать несколько корпусов на шестирамочников. Я хочу сделать такие мини-облетники, попробовать вывести маток. Итак, что я сегодня буду делать? У меня были вот такие вот доски, которые хранились на улице. Это самая обычная сосна. Она использовалась у меня на стройке. Часть из них пошло на строительство крыши. Вот. Они у меня отлежались там в течение 2 лет, вернее, наверное, 2 лет и 2 зим. Влажность их сейчас составляет порядка 15%. Я их обработал. Наверное, в следующих роликах расскажу, как. Использовал я фрезер. У меня есть вот за моей спиной каретка для циркулярной пилы. В свободное время от пиления я ее могу использовать для того, чтобы выравнивать щиты. Итак, чтобы сделать ваймы для щитов, мне понадобятся заготовки. Конструкция вайм, по большому счету, описана уже многократно, и она бывает разных модификаций. Но смысл один. У меня будет 4 составные, то есть 4 ваймы. На них я уложу щит и зажму. Так, для создания вайма мне понадобится, вот я взял в данном случае 58 сантиметров у меня брусок, примерно его 7 на 4,5, 70 на 45. И есть у меня вот такие, напилил кусочки, это заготовки от моего прошлого проекта, это дверь утепленная. Это они в данном случае из ольхи, но это не имеет значения. Мне надо закрепить вот эти вот брусочки на главном центральном бруске. Делать это можно несколькими способами. Я сделаю самым простым для меня в данный момент. Я соберу это на саморезы. Вообще, чтобы изготовить такую вайму или струбцину, которую многократно надо использовать, лучше всего одну зафиксировать стационарно, такую бабышку в упор. Вторую при помощи дрели сделать отверстие через, допустим, каждых 5 сантиметров. И при помощи болта, лучше, мне кажется, даже 2, через определенный шаг закреплять. То есть, таким образом вы можете сделать вот это не как я сейчас 58 сантиметров, а сделать, например, метровую. И в зависимости от того, какой щит вам надо склеить, вы можете переместить на необходимую длину вторую бабышку и здесь склеивать свой щит. В данном случае мне достаточно именно этого. Делал я из отрезков. Закреплю я самым простым способом на саморезы. Для этого я, конечно, как обычно, сначала сделаю отверстие простым сверном, а потом саморезом. Хотя саморез, который я использую, имеет сверло в наконечнике. Тем не менее, большинство пользуется обычными саморезами, поэтому, скорее всего, сейчас попробую, но я сделаю 4 с этой стороны и 1 контрольный с другой.
Ну вот, я закончил, собственно говоря, изготовление вайм. Заняло это, ну, в реальности не так уж много времени. Сейчас я уберу. То есть в итоге у меня получилось вот такие 4 штучки. Все зависит от того, какой длины щит вы собираетесь склеивать. Я придерживаюсь того, что если щит порядка метра, то надо 4 струбцины ваймы, то есть 4 точки прижатия. То есть сейчас, когда я буду клеить, значит, стелю что-нибудь, я буду укладывать вот таким способом. Если у вас щит, соответственно, меньше в 2 раза, то достаточно вполне и 2 таких струбцин. Ну что, сейчас я застелю стол, постелю что-нибудь для склейки и продолжим. Итак, постелил я целлофан на стол. Напоминаю, есть у меня вот такие вот 4, назовем их, струбцины, ваймы. Теряюсь в определении, как правильно сказать. Потому что ваймы, по сути, они должны с 4 сторон. Но у меня с 2. Будем считать, что это струбцины либо приспособление. Что делаю дальше? Есть у меня, ну, заранее я напилил заготовок, делянками они называются. Щит сам у меня будет 4 сантиметра в толщину. И на каждый, ну, это буду делать на 145-ю рамку, значит, мне надо 16,5 сантиметров чистого размера на корпус. Я накину 17, то есть где-то 34 сантиметра, это 2 щита. То есть за одну склейку я склею целый корпус. Обращаю внимание, если кто-то не знает, что располагать делянки надо разнонаправленно. То есть если мы видим, что у нас кольца идут в эту сторону, то на следующие они должны идти в противоположную. Я покажу потом чуть крупнее, когда сложу всю делянку. Ну, весь свой щит. Так, мне понадобится еще небольшая реечка, чтобы, ну, подложить. Это можно делать, можно не делать. Да, забыл одну очень важную вещь, которую потом трудно будет сделать. Понадобится скотч. Я сделал 7 сантиметров. 7 сантиметров не обязательно делать. Но тем не менее надо закрыть скотчем все места, куда может попадать клей. Чтобы потом было проще отделять детали. Так, вот. Есть клей, есть антиклеевая защита. Теперь первое, как я говорил, я уже прикидываю, где будут находиться струбцины. Буду я делать до конца точки склейки. Ну вот примерно. Здесь не нужна уже такая математическая точность. Плюс-минус сантиметр это не играет роли, но смысл в этом. Дальше я раскладываю делянки с учетом того, как они должны быть у меня при склейке. Можно, конечно, я буду склеивать два разных щита. Можно, конечно, склеить один большой, потом распилить напополам, что иногда по экономии материала дает, конечно, существенный плюс. Но в данном случае я лучше сделаю чуть там больше на пару миллиметров. Мне не придется пилить. Но все равно надо подумать и придумать, а как лучше. Итак, я разложил свои будущие щиты. Теперь мне надо, чтобы не запутаться, я их разложил с учетом годовых колец, я просто чуть заранее посмотрел. Для того, чтобы не запутаться, некоторые чертят, ну вот, там, крест какой-нибудь. Чтобы потом, когда вы будете намазывать, вы видели, что вы, собственно говоря, намазываете. Я, честно говоря, люблю писать.
5. 1, 2, 3, 4, 5. Тогда точно не перепутаешь, но это каждый сам решает. Далее. Мне нужны будут, я вам покажу, для работы еще клинья. То есть я сделал специальные клинья. Их можно напилить, грубо говоря, из всего чего угодно. Вот самый обычный клин. Тоже из отходов. Ну, просто пилой попилил. Ну и, собственно говоря, дальше идет процесс склейки уже непосредственный. Все, начинаю мазать клеем. Значит, для этого я переворачиваю все делянки, которые я промажу клеем. Это вот здесь. И также с этой стороны. Все. Беру клей, который я хранил в обычной баночке. Сверху он образует такие вот штучки, пленочки небольшие. И кисть у меня уже хранится месяца 2,5-3. Она просто находится в целлофановом пакете, поэтому ничего ей не будет. Насколько я надеюсь, да. Все, начинаю. Теперь главное не запутаться, но делать небольшой отступ. То есть мне надо промазать вот мои 4 делянки. Так что пятую я сделал маленькую, ну на всякий случай там доборчик. Вот. Клей надо наносить с одной стороны достаточное количество, чтобы было покрыта вся древесина, жалеть не надо. Можно наносить кистью, можно валиком, ну и чтобы клей просто тек и бесполезно стекал, это тоже перерасход. Я наношу, вот как бы я красил, не знаю, дверь. Также наношу клей. Делать надо достаточно быстро, поэтому от этого зависит еще количество щитов, которые вы склеиваете, и от количества делянок. Потому что по большому счету, вот в намазанном, скажем так, виде клей живет минут 20, 15-20, надо смотреть у каждого производителя по-своему. Конечно, когда я сейчас его переверну и соприкоснутся делянки, тут время выдержки немного больше. Опять же, что касается самих ламелей, это я рассказываю уже для тех, кто просил меня, видимо, человек начинающий. Ширина ламели уже в готовом щите не должна превышать в 2 раза толщину. То есть, если щит у вас готовый должен быть в готовом виде 40 мм, то ширина ламели не должна быть больше 80. Все, перевернул. То есть, итого, у меня есть 2 щита. Я сдвигаю в дальнюю от меня часть, потому что мне так удобно в данном случае. И вот эту тоже. Вот. Теперь начинаем работать с клиньями. Как их располагать? Давно уже этим не занимался, но с этого начинал. Хорошо, когда 2 клина входят вот прямо сюда вовнутрь. И вот так вот ложатся. Это вообще идеально. Поставлю пока то, что... можно не по 2 клина, можно по одному использовать. Проблем-то нету. Вот. Я уложил. Я пройдусь по щиту. Так вот. Потому что где-то мог там скотч, который вы наклеили, не так лечь. Из этого все покорябится. Вот. Все. Положил. Теперь беру кувалду небольшую, в простонародье молоток, и начинаю подбивать клинья. Подбивая клинья, клин входит сюда, и он стягивает все мои вот этих 2 щита, притягивает друг к другу ламеля. То есть эта бабушка не дает уйти,
здесь стягивается. Ну и признаком того, что все пошло как надо, это проявление клея такими колбасками небольшими. Ну, вот так вот потихоньку, помаленьку. Можно использовать и по одному клину. Ну, есть еще один способ. Сейчас попробую показать, но я понимаю, что я должен без струбцин это делать. Ну, допустим, есть у вас струбцины самые простые, самые дешевые. Ну, достаточно, чтобы захватить клин. Вы берете и стягиваете сам клин струбциной. Сдавливаем. Главное, чтобы они не мешали на встречных ходах. И вот в этот момент происходит сжатие. Это то же самое, что я выбиваю молотком. Также можно делать это с помощью струбцины. Ну вот как видим, вот первая, вторая, третья, четвертая — это первый щит. Так, подниму камеру. Подбил я клинья к этому щиту. Еще раз говорю, признаком того, что все происходит нормально и больше не надо усердствовать, является то, что выступает клей вот такими вот ровненькими колбасками. Здесь не выступил, сейчас подобью. Вот у меня первый щит, и вот у меня второй. Между ними не должно ничего быть. Таким образом клей выступил. То же самое происходит и снизу. Да. Поэтому склейка проходит так, как нужно. Можно потихоньку постукивать. Самое главное во всей этой процедуре — это не переусердствовать с одной стороны. То есть нельзя сразу забить до конца здесь клин и потом по очереди. Надо чуть-чуть здесь, чуть-чуть здесь, чуть-чуть здесь. И дальше вот там можно в обратной последовательности, можно опять начинать. Но надо делать все по чуть-чуть, чтобы спокойно выступал клей. Тогда не будет, самое главное, перекоса вот такого либо корыта, либо горба. То есть на данный момент щит относительно ровный. То есть не надо здесь стягивать его. Это еще достигается тем, что сами вот эти вот бабышки, я их делал специально выше уровня самого щита. То есть я прекрасно понимаю, что если я буду клеить, а большинство склеек это в районе 4 сантиметров, то бабышки я делаю 5. Это я сделал для того, чтобы равномерно шло прижатие. Вот здесь вот равномерно, здесь равномерно. Как бы мы ни располагали здесь специальные бруски, все равно, если давление здесь будет создано равномерное на весь брусок, то и склейка будет равномерная. При запиливании клиньев, по большому счету, угол этих клиньев не имеет значения. Если вы будете использовать двойные, то лучше это просто делать из одного материала. Пропилили, потом отпилили ровно. Это можно сделать на циркулярке, на ручной циркулярке. В конце концов, это можно сделать обычной ножовкой. Эти клинья у вас будут многоразовые. То есть, если сделали 2 ваймы, значит, вам надо 2 набора клиньев. На сосне очень хорошо видны годовые кольца. Если я там вот работал с ольхой, там не очень. Поэтому, прежде чем напиливать на ламеле, я карандашом рисую себе, потом проще видно. Итак, мы видим, вот начинается щит. Годовые кольца идут в этом направлении. Здесь идут во встречном. Здесь идут во встречном. И здесь. Это щит номер 1. Дальше, ну вот, это маленький такой, как скажем, подложка на всякий случай. Но кольца вот идут вот так. Это идет вот так. Дальше идет противоположное. И здесь заворачивается, но совершенно, то есть сердцевина здесь была, здесь сердцевина так. То есть они встречаются. Ну и да, они вот так перетекают, но это подкладка. Ну вот таким образом склеился щит.
В таких ваймах при температуре, ну, скажем так, около 20 градусов надо выдерживать минимум 2 часа. После этого можно этот снять, положить его, не обрабатывать, просто его положить, дать досохнуть и клеить следующий щит. На этом я, наверное, закончу свой рассказ о том, как я склеивал щит при помощи деревянных вайм, назовем их так, самодельных, которые можно сделать в гараже, на коленке, не прибегая к большим затратам. Любые бруски — это основание, любые бруски — это бабышки. Крепить можно на саморезы, можно в конце концов на гвозди, но лучше всего это сделать болтовые соединения, чтобы можно было перемещать, если есть такая потребность. Если вы работаете там в каком-то одном диапазоне ширины щита, например, если делать улей там на 300-ю рамку, то вот вполне достаточно. Либо делать магазины, я сейчас про пчеловодство, на 145-ю. Все зависит от ширины щита, который вам нужно использовать. Ну, на этом все. Продолжу в следующий раз, покажу другие приемы обработки, которые я использовал. Опять же, я никого не учу. Я повторяю лишь то, что я видел многократно, и то, что я использовал и использую в своей работе. Поэтому с вас лайк, подписка, можно дизлайк. И обязательно комментарии. До новых встреч. Всем спасибо. Итак, прошло 2 часа. Для тех, кто досмотрел ролик до конца, я тут занимался своими работами, но надо скоро уезжать, поэтому выбью клинья, почищу клей. Сверху я почистил клей обычным шпателем. Так, ну выбиваются клины в обратную сторону. Можно просто вверх, вниз. Тут разницы большой-то и нет, собственно говоря. Насколько я забыл просто в этот раз. Когда я раньше делал клинья, я делал не заостренные, здесь их обрезал, чтобы потом, когда выбиваешь, можно поставить или деревяшку, или молоток и легко выбить. Потому что если этого не делать, то ломается. Ну, конечно, можно подставить деревяшку и одним ударом это выбить. Так, и сейчас посмотрим, что получилось. С этой стороны клей убрал, с этой, как видим, клей выступил. Вот здесь нехорошая деревяшка, надо ее будет проклеить еще. Я, в принципе, использую такое дерево. Кстати, хорошо, что показал. В этом нет ничего плохого. Я сейчас залью сюда клей. Просто ПВА залью. И сверху посыплю опилками мелкими из шлифмашинки. И все будет хорошо. Спустя 2 часа, 2-3, ну, может максимум 4, в зависимости, опять же, от температуры, клей очень легко снимается. Не надо даже ни стамески. У меня, кстати, есть специальный инструмент, так называемая цикля. Но она не заточена. Попробую ей. Ну, работает. На свежем клее работает. Ну, это столярная цикля или скребок для снятия краски. Вот так продают. Вообще, чтобы дальше делать улья, достаточно взять насадку, самую простую шлифовальную, на болгарку и пройтись. Наши друзья из Поднебесной, по-моему, работают только болгаркой. У них про шлифмашинку речи не идет. Ну вот, теперь на этом все. Сейчас за кадром залью и покажу в следующий раз, потому что приеду я через неделю сюда. Когда буду делать, покажу, что получилось вот с этой. Не заметил я здесь трещины. На этом все. Всем большое спасибо. До свидания.